вообще власть и элита, они неоднородны. Да. Они состоят из разных людей. Да. И возможно ли, что у кого-то, у кого есть властный ресурс, все-таки есть понимание необходимости принятия законного и полезного для страны решения в отношении Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, что все-таки такой человек попытается что-то предпринять? Честно сказать, я пока не вижу, потому что Ходорковский – это особая зона. Это, я бы сказал так, зона свободной охоты, так я называю. Там вот считается, что эта зона принадлежит определенным людям, и в нее предпочитают не соваться. Вот изменится эта ситуация или не изменится, я не знаю. Этот вопрос, который решается, или будет решаться на самом верху. И люди, которые, так сказать, могут что-то предпринять, они в этом отношении, я не ожидаю, что они что-то будут предпринимать. Это тогда нужно какие-то ожидания возлагать на президента и так далее. Я пока не готов сделать такого рода предположения. Эти вещи решают два человека. Да. А какова цена и последствия дела ЮКОСа для экономики страны и для граждан в частности? Ну, это трудно предсказать, но я так думаю, что где-то это нам стоило как минимум 0,5% ВВП в течение всех этих лет. Но вот из моих разговоров с бизнесменов я вижу, что это примерно половина того потенциала, который мог бы быть использован. Сегодня мы видим, что, попав в ситуацию кризиса, Россия оказалась в положении худшем, чем большинство других стран, и это в значительной степени связано с теми особенностями, с которыми она подошла к кризису. В последние годы на Западе был рост цен, который мотивировался чрезвычайной дешевизной денег. У нас он, кроме этого, мотивировался вот подавленным состоянием бизнеса, которое оказалось в таком положении именно с процесса по делу ЮКОСа. Вот. Я не хочу сказать, что это, так сказать, явление, которое только от ЮКОСа, но это от взаимоотношений, которые сложились в нашем обществе между бюрократией и бизнесом. Бюрократия командует. Она готова применять силовые методы. Она готова, так сказать, имитировать судебные процессы, так сказать, с зачитыванием всех документов подряд и так далее. Я вот даже думаю так, что не пойдут на освобождение. Но это же затеян второй процесс. Второй процесс, в котором содержание обвинений абсолютно непонятно. Но оно, я не знаю, не имеет никаких разумных оснований. Значит, во-первых, тот же самый предмет. Во-вторых, попытка разогреть ситуацию, ну, я не знаю, это можно объяснить только какими-то взаимоотношениями между фигурами внутри самой власти, но не реальными обстоятельствами. Ну, я понимаю, желание засадить Ходорковского и Лебедя так, чтобы они здесь не маячили никогда. Но если бы хотя бы было принято решение, что, так сказать, второй процесс не годится, то есть вот это подготовлено плохо, и дело было бы отправлено на доследование в прокуратуру. И там бы оно уснуло, понимаете? Уже был бы сигнал. В конце концов, не важно, чтобы было все окей. Никогда не бывает, чтобы все было хорошо. Но важно, что дело пошло на улучшение, климат меняется. Это вот повлияет. А как вы полагаете, что важно знать людям для осознания того, что дело ЮКОСа касается их лично? Ну, они должны понимать, что справедливый суд, который руководствуется только законом, это и есть гарантия их безопасности. Должно возникнуть ощущение, что ты тоже можешь попасть. Как в России говорят, от тюрьмы и от сумы не зарекайся. Вот, значит, поэтому вот если ты вот это поймешь, через свое сердце пропустишь, ты будешь понимать, что
с тобой это тоже может случиться. И для того, чтобы не случилось, ты должен защищать не себя, а до этого защищать других людей. И что-то для этого делать.